сложную ситуацию в городе. Искусство в Одессе процветает. Посмотрите, какие шедевры создают люди. И даже есть покупатели, люди, которые интересуются. Это все картины из самой Одессы. Воронцовский маяк. Очень красиво. Настя, можно? О, вот здесь можно купить эти картины по штрих-коду. Спасибо. Хорошего дня для вас. Это вы рисуете, да? Мой сын. А, ваш Там сын. на Инстаграме написано, у него есть дипломы, у него есть, это профессионал. Очень красиво. Вот, у него, да, они выполнены, у него полный курс академической живописи. А вот какие потрясающие картины из Одессы. Как раз сейчас сезон пионов. Смотрите, какая прелесть, особенно на сувениры, на подарки. И это все может украсить чей-то дом. Мы просто в восторге. Посмотрите, как красиво. Воронцовский дворец, Потемкинская лестница с дюком. Маяк. Воронцовский маяк. А вот как красиво, это наш город. Одесса. Еще целый. Здравствуйте. Здравствуйте. Только на картинах сейчас можно увидеть целую красивую Одессу, какой она была до войны. Посмотрите, какая прелесть. Вот такая. Эта работа стоит 3800 гривен, деревянная рама. Потрясающе. Размер 50 на 50, с рамой 63 на 63. Такая работа, тоже 3800, но здесь размер 60 на 84. А мы 700 гривен. 800 гривен. Мы вас всех приветствуем из Одессы. С вами канал На Позитиве и Ирина и Виктория. Мы просто в восторге от того, как красиво выглядят эти картины. На них просто хочется стоять и любоваться вот все время, что ты здесь на выставке. Приходите, покупайте. Здесь не очень дорогие цены. Картины можно купить от 500, от 700 гривен и большую до 4000. За такое искусство это совсем недорого. Мы думали, что эти картины стоят гораздо дороже. Полюбовались картинами и идем дальше. Здесь работают уже все фонтаны, поэтому немножко возле них можно вдохнуть глоток свежести. А люди уже вот некоторые даже купаются. Вдалеке видно, что люди продолжают здесь на Соборной площади играть в шахматы. И я вижу, что там даже уже присутствуют женщины. Все интеллектуально проводят субботу. Вместо того, чтобы читать новости, люди пришли поиграть в шахматы. Очень правильный подход. Для тех, кто спрашивает, вкратце хотим сказать, что ситуация в городе достаточно сложная и напряженная. Бесконечные воздушные тревоги, они сопровождаются очень часто взрывами или прилетами. Но, несмотря ни на что, одесситы выходят отдыхать, и жизнь продолжается. Многие говорят, что из Одессы все уезжают, но наоборот, в Одессу все приезжают, и это можно увидеть по экскурсиям. Это уборочка в городе. Приятно смотреть, что в городе наводят чистоту и порядок. Ну, а у нас сегодня хорошее настроение, потому что к нам наконец-то приехала посылка, которая уже в пути около, сколько? Около 2 месяцев, 1,5 Да. точно. Да. И Мы сегодня... ее давно очень ждали, и наконец-то она к нам пришла. Пришла она из очень далекой страны. Да, и сейчас мы вам подробнее об этом расскажем. Да. Наш зритель, который прислал нам посылку, когда-то гулял по улице Садовой, и эта улица ему очень-очень понравилась, потому что Одесса в целом не может никому не нравиться. И по стечению обстоятельств посылку мы получаем именно на улице Садовой, на главпочтампе. Поэтому передаем большой привет с улицы Садовой из Одессы. С большой благодарностью.
нас в городе уже все позеленело и приобрело разные цвета, потому что много цветов на улицах, много кустов и деревьев. И это не может не радовать, потому что все улицы преображаются. Так, у кого это тут застолье? Или это какой-то... А, это кафе. Я уже думала, что это какой-то двор вынес себя. Сегодня не очень хорошая погода. Передают, что будет дождик, поэтому на улице даже включили фонари. Если присмотреться, то плитка уже ведет нас к почте. Эту посылку мы очень долго ждали, и мы, и человек, который нам ее высылал, в какой-то момент уже подумал, что она просто к нам не приедет. Мы будем первый раз получать посылку именно здесь, на главпочтампе, потому что очень привыкли уже к новой почте полностью. Слушаем с вами, как скрипит дверь. А, она не скрипит. Здесь очень красиво. И это действительно достопримечательность Одессы. Пахнет открытками, конвертами, марками и подарками. О, особенно подарками нам сегодня пахнет. Мы 2 месяца тому назад снимали главпочтамп. Это видео собрало массу восторженных комментариев, поэтому немножко повторим видео для тех, кто сегодня будет смотреть наш канал первый раз. Мы вам уже показывали здание Одесского главпочтампа, но для тех, кто еще не видел и не знает, что в Одессе такое есть, то посмотрите. Это самый большой солнечный фонарь в городе. Такой интересный оптический обман. Мы повернули камеру на стекло, а нас видно. Посмотрите, какие здесь можно увидеть марки. И они все, практически все, связаны именно с войной. Ну и всего за 10 гривен можно купить открытки. Мы уже 100 лет не писали никому письма, потому что мы уже современные дети. Но посмотрите, какие интересные конверты здесь есть. А вот так раньше выглядел главпочтамп. Которому уже 125 лет. Ну, уже больше. Наша Виктория пошла получать посылку. А я жду. С большим интересом и удовольствием. Дякую вам взаємно, ви дуже приємний працівник. Супер. Дуже вам дякую. Всього найкращого. Побачимо. Ну, смотрите, какая тут красотка стоит. Цвет просто обалденный. Ирина схватила посылку и уже убежала от меня. Нам так приятно, когда наши зрители для нас делают такое добро и нас радуют. Это просто замечательно. О, мужчина с ребенком. Это всегда приятно видеть, когда отец уделяет внимание дочери. Всегда очень приятно получать от вас посылки, это всегда внимание, и в эти моменты мы действительно очень счастливы, поэтому мы не удержались и решили открывать посылку прямо недалеко от почты. Здесь пахнет шоколадом. Нам очень интересно, что здесь есть. Голландским. Ага, посмотрите, вижу точно вкусняшки. Знаменитые, но сейчас вам все покажем. Эта посылка действительно очень интересна. И в первую очередь она связана с голландским старым городом Делфт, который находится недалеко от Роттердама. И еще она связана с очень знаменитым человеком. Город Делфт в Голландии связан с производством очень известного на весь мир фаянса. Делфтский фаянс, можете погуглить. И нам наш подписчик прислал с этого города
Я уже вижу просто, что это, и догадываюсь, что это изделие из фаянса. И куплены они в необычном месте. Каждый, наверное, знает такого знаменитого, одного из самых знаменитых голландских художников Яна Вермеера. Посмотрите, видите? Если вы его не знаете, то, увидев эту картину, вы сразу поймете, о ком я говорю. Так вот, эти изделия куплены в доме Яна Вермеера, потому что магазин с ними находится на первом этаже дома. Это очень Мы интересно. не знаем, что там, но нашему зрителю говорим большое спасибо. Большое-большое Очень спасибо. интересно. Мы счастливы. Это очень интересно. Смотрите, мы прикасаемся к истории, к искусству, и очень не хочется даже повредить эту А нельзя наклеечку. снизу его открыть? Да, давай с другой стороны. Ага, есть. Ой, видишь? Да, и именно... У меня микрофон перекрутился. Так. Вау, она запечатана, и очень хорошо, чтобы не Осторожно. побилась. Это очень интересно, что же там внутри. Только не упусти. Не. Вау. Класс! Это голландские башмачки знаменитые. И это из делфтского знаменитого фаянса. Класс! Боже, какая Дякуємо прелесть. bardzo. Мы пока достали эти башмачки, но они нас так тронули. Это просто прелесть. Это Магнитик. магнитик, это голландские традиционные такие башмачки, которые называются кломпы. Класс. Такая нежность и изящество. Если честно, мы еще ничего больше пока не открывали. Мы думали, что эта посылка уже не придет. Что, если И наш честно, вот зритель запечатано. думал, что эта посылка тоже уже не придет. Мы уже за нее и забыли. Большое спасибо и спасибо. сердечно дякуємо. А так, от целого сердца. А мы Так. продолжаем. На Соборной площади в центре Одессы мы Знакомимся с голландским искусством. с делфтским фаянсом, господи. Ой, это что, подсвечник? У нас как раз много свечек. Красота. Я вижу сердечки, мы любим сердечки. Посмотрите, какая прелесть. Очень Такого аккуратно. у нас точно нету. Да, это, смотрите, там свечечка. Свечечка. Какая прелесть. Какая красота. Он такой легкий, и он такой приятный на ощупь. Класс. Он такой легкий. Большое спасибо. Очень большое спасибо. Смотри, какая красота. Сердечки. Немножко Голландии в наш дом. Так, складываем. Хотели снять штрих-код, но что не получается. Здесь написано Голландия. То есть это точно с Голландии. Всем, что там дальше, потому что это очень интересно. О, вот такой вот Бисков крем, сгущенка для печенья и хлеба. Супер, спасибо большое. Немного нам сладостей. Спасибо. Да. Кстати, для наших зрителей, кто там нам пишет, что мы все варвары, сносим памятники, вот мы разбираем сейчас эту посылку из Голландии, а на нас смотрит сам Воронцов. Он на месте, не переживайте. Достаем еще такую интересную посыпку 3 видов. Ее, мы так понимаем, судя по картинке, надо насыпать на хлеб. Мы такое еще не пробовали. Очень интересно, спасибо большое. О, еще такая вот посыпка голландская. Спасибо большое. Хоть с посыпками голландскими мы не сталкивались, не знаем, но вот эти знаменитые голландские вафли мы знаем хорошо. Эти вафли строп-вафли называются, и они были изобретены в голландском городе Гауда. Голландцы их кушают либо в таком сухом виде, как здесь в упаковке, либо они их на 20-30 секунд окунают в чай или в кофе. Вот так вот. Будем сегодня пробовать вечером. Может, даже днем.
несмотря на то, что сейчас война, сегодня наш зритель, наш подписчик сделал нас немного счастливее. Мы никогда не были в Голландии, но сегодня мы держали кусочек Голландии в руках. Это всегда очень приятно, и хочется сказать, что у каждого канала есть своя душа. Это его подписчики, потому что зрители приходят и уходят, а подписчики в основном остаются всегда. Наши подписчики великолепные, мы вас очень любим, благодарим за каждое ваше теплое слово, за каждую вашу поддержку, за каждый ваш комментарий и за каждую вашу посылку, подарок. Мы вас всех очень любим, помним и благодарим. И еще хочется сказать, что несмотря на очень сложную ситуацию в городе, обстрелы, взрывы и все остальное, одесситы продолжают играть в шахматы с большим вдохновением, рисовать картины, встречать посылки на почте, гулять по Дерибасовской. Город живет и будет жить. Мы вас всех целуем, любим и крепко обнимаем. И очевидно поздравления до Польски. Так, до встречи в следующих видео. Dziękujemy za wszystko. Мы с Викторией еще раз благодарим нашего зрителя за эту очаровательную посылку и идем уже уезжать домой и говорим с Викторией, что с Голландией надо дружить, потому что в Одессе такая сложная обстановка, нервы уже сдают. Может, нам надо будет выслать еще что-то из Амстердама.